как приготовить эпоксидную затирку без весов, как это сделать с первого раза, соблюдая все пропорции. Привет, меня зовут Сергей, и вы на канале Плитка это просто. Эпоксидная затирка — это такой материал, который состоит из двух компонентов, которые нужно замешать в правильной пропорции. Если мы ошибемся в замешивании этих пропорций, нам придется ее выбросить. Так как это сделать, не имея в наличии весов? Давайте смотреть. Значит, она идет вот в таких ведрах по 3 килограмма. Здесь ее, вот это ровно столько, сколько ее в ведре. Она была здесь хаотично, вот так, с такими горками. Я обычным вот таким вот шпателем, вот такими вот движениями выравниваю. То есть у меня нет весов. Я просил заказчика привезти весы. Я очень редко работаю с эпоксидной затиркой, поэтому весов у меня нет. Ну, как бы дома есть, но мне их жалко. Это весы, которыми жена пользуется при кондитерском, там, всяком этом самом. Вот, поэтому я не хочу их пачкать. Это все, то есть работа, грязь. Поэтому я делаю так. Я аккуратненько вот так разравниваю ее по всей поверхности. Делаю, чтобы это было все ровно. Вот, она вся ровная. Лишнее то, что на шпателе тут остается всего лишь чуть-чуть. Неважно. Вот. Потом просто берем, можно вот этой палочкой, которая идет в комплекте. То есть в комплекте идет палочка, вот в такой вот емкости вторая жидкость, которая растворитель, вернее закрепитель. И что еще? Вот такая вот губка и перчатки, которые ни к чему не нужны, потому что они моментально рвутся, они не годятся. В общем, разделим эту штуку на 4 части. Я думаю, визуально это очень легко сделать. Мы видим, что одинаковые части. Точно так же делим еще раз. Вдруг получилось неровно, всегда можно подкорректировать. Вдруг какая-то часть, вот эта у меня оказалась больше. Значит, я делаю чуть-чуть сюда. Вот так. Вот. Мы видим, что практически у меня получилось ровно. Я поделил. Это делается для того, чтобы в одинаковых пропорциях смешать вот эту часть с закрепителем. Иначе не получится. Смотрите, закрепитель вот в такой вот баночке идет. Я его переливаю в такие вот стаканчики, делаю это все здесь на стаканчике. На каком? Вот. Я поставил красную отметочку, ее с той стороны видно, вон она проступает. И по нее я наливаю, чтобы во всех стаканчиках было одинаково. Я уже тут с одного сюда перелил. У меня получается 4 одинаковых стаканчика. И теперь я просто-напросто в емкость, в которой я буду замешивать, ну, к примеру, вот в этой, да, я в нее просто беру и отсюда вот такими вот движениями. Этой палочкой она легко вот так снимается, она как пластилин. Вот так вот сюда это дело накладываю. Вот. Немножко неудобно и снимать, и делать это, но суть понятна, да? Вот я вот так накладываю. Вот аккуратненько вот так вот ровно отделяем, чтобы взять только лишь то, что мы отметили. Вот она даже упала у меня мимо. Ничего страшного. Она ни к чему не прилипает. Вот так я потом чик. И назад туда в баночку. Все. Значит, смотрите. Отделили. Вот, у нас 1/4 часть отсюда перебралась сюда. Теперь выливаем туда вот одну из частей этого закрепителя. Здесь я использую палочку. Сейчас я покажу. Вот так вот его сюда выгребаем.
И у нас будет 60 минут для того, чтобы затереть. Вот так. Теперь я беру шуруповерт. У меня на нем стоит вот такой венчик от обычного миксера. Начинаем мешать. Это большая скорость. Вот так. Все. Вот таким вот образом она у нас замешалась. Потом этот венчик в ведерочко. Он все равно очень плохо отмывается там в ведре, но неважно. Я его потом смывкой для вот этой смывочкой я его почищу. Все, теперь 60 минут наносим шпателем и вперед.